Всем доброго времени суток, с вами снова Крабик, и мы возвращаемся в Starfield. В прошлой серии мы делали фракционное задание нашей корпорации, не корпорации, а фракции, наверное, UC, которые United Colonies. Остановились мы вот здесь на входе после того, как изучили образцы терраморфа. Я за кадром поковырялся в инвентаре на базе и в корабле, все, что у нас было по оружию. Значит, взял с собой вот этот вот Эон, который уже был в такой комплектации, который мы видели. По-моему, кстати, он у меня уже давно со мной. Я взял его с собой, потому что у меня на него 2000 боеприпасов есть. Вот, я взял, также улучшил вот этот вот пистолетик, который у нас назывался Звезда, его переименовал в Т2 Звезда, чтобы не путаться, что это именно он, тоже накинул на него немножечко всяких разных апгрейдов. У него, кстати, есть урон, плюс урон от инопланетян, но это на самом деле, наверное, он наносит больше урона по инопланетянам, насколько я понял. Вот, потом я взял вот этот вот законодатель, немножечко улучшил, накинул на него оптику. У него, правда, урон низкий. Это, по сути, что-то типа болтовой винтовки. Я его с собой взял, потому что у меня есть на него тоже боеприпасы. И, в принципе, вот так, если посмотреть, то у нас есть оружие почти под любой калибр теперь. То есть мы теперь можем в разные ситуации, например, использовать разное оружие. Например, какие-то одиночные цели можно вот с этого убивать. Где-то можно будет наш этот пистолетик использовать по чуть-чуть. Например, против тех же инопланетян. Правда, инопланетяне, это я так и не понял. Не, подожди, против инопланетян вот этот. Здесь у нас урон в космосе. Это на планете вообще можно не использовать. Инопланетяне, мне интересно, это кто? Это всякие вот эти терраморфы, животные и всякая хрень. То есть это не будет считаться, если, например, мы на Марсе тех же гуманоидов марсиан будем стрелять. Хотя они для нас инопланетяне считаются, по сути. А вот, также я на рюкзак добавил что? Запас кислорода. И на шлем накинул баллистическую защиту. Вот. Теперь персонаж наш выглядит как-то так. И что это у меня тут с собой куча всего? А, это все ключи. Кстати, 2 ключа от пещеры. Мне иногда кажется, что у меня эти ключи после перезахода в игру то ли дублируются, то ли появляются какие-то новые, я не знаю. Но сейчас вот не написано. Я только что запустил игру, тут нету нигде. Вот здесь в новых предметах есть данные опроса, но эти данные опроса я получил, пока летал домой. Я просканировал пару планет, а вот газовых гигантов, которые не надо особо сканировать, и добил уровень, чтобы взять себе пилотирование 3. Мы теперь можем пилотировать корабли Б-класса, но мы не будем, скорее всего, это делать, потому что, ну, что тут, одна прокачка осталась до С-класса, максимального класса. Правда, надо уничтожить 30 кораблей. Вот, и конструкцию звездолета я прокачал на 2. Это позволяет нам всякие разные модули дополнительные устанавливать. Вот, я, кстати, также посмотрел, но мы еще с вами потом тоже посмотрим. По-моему, но в 3 звании почти ничего нет, а в 4 буквально несколько запчастей. Но самые важные они во 2. Всякие разные дополнительные. Это потом еще отдельно у нас, наверное, будет видео по конструкции корабля. А что дальше? А вроде бы ничего, я больше ничего нигде у нас не прокачивалось. Вот такой вот у нас персонаж социально-технический получился, да, то есть науку мы после сканирования не качаем, хотя когда-нибудь стоит, наверное, разработку оружия и дизайн скафандров взять, рано или поздно. А еще есть внутренние модули, как-то называется эта фигня, которая позволяет улучшать оружие еще больше. Я вот, правда, толком не понял, где это. Специальные проекты. Я что-то... Где это вообще есть? Это же не в физическом, правильно? Конечно, нет. И не в социальном точно. Может быть, это где-то здесь. Пробитие брони. В общем, непонятно. То ли перевод такой получился, что там требуется какой-то навык, который здесь называется по-другому, то ли чего.
Не знаю, узнаем потом. В общем, примерно как-то где-то я найду еще это. Вот так вот выглядит. Это законодатель. Просто как типичная болтовая винтовка. Стреляет он у нас по одному патрону. Летит, кстати, патрон тут вообще не туда, куда я смотрю. Посмотрим на него потом в деле. Да, кстати, вот этот Эон. Тут очень маленькая мушка. Этот мы знаем. Вот этот пистолетик. Такой мы уже видели. И, в принципе, наверное, все, да? Да, все, больше ничего у нас нет. Так. Ну что, погнали разговаривать со всеми. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC, it's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated in Old Earth Latin. Как это у вас так получилось? A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. Holding a grudge against where a person comes from, that is both ignorant and cruel. Just the way things are sometimes. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Я так понял, когда тебе дают вот выбор, если хочешь пойти позаниматься какими-то своими делами, или идти сразу вот куда тебя ведут. Давайте сейчас мы нажмем, что у меня вопросов никаких нет. Когда ты не соглашаешься идти заниматься своими делами, тебя и не пускают особо никуда заниматься своими делами. Кроме вот, например, планеты, где мы остались. Потому что мы уже пару раз сталкивались с ситуацией, когда я говорил, да ладно, все, идем. А потом хотел, например, слетать к себе домой, ну, на свою базу. Меня просто не пускали. Мне говорили, что гравипрыжок недоступен в данный момент. Так что вот, если кто-то играет, примите это как факт, что либо вы действительно выбираете диалог, что вам нужно чем-то реально позаниматься, либо уже вы ничем и не позанимаетесь особо. Ой, я думал, Андрея с нами не идет. Как же без нее-то? Смотри, вот она у меня, ну, как бы вроде стелсовый персонаж, да? Она непроизвольно пытается маскироваться. Тут в куст какой-то прячется. Так, давай вот тут вот встанем, вот так красиво. You must be the captain Hadrian mentioned in her report.
you have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope will determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the Cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? В общем, у нас, как в каждом совете, есть человек более податливый, понимающий, который готов идти, скажем так, на компромисс, и выскочка в виде вот того мужика, который у нас там сбоку стоит, который не согласен вообще ни с чем и не хочет вообще ничего делать, по сути, потому что говорит, ну один раз напали, да и ладно. Вот. А наша подруга говорит, что если мы сейчас ничего не предпримем, то у нас начнут погибать люди. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? И вот у меня есть выбор. Удовлетворить запрос доступа к архиву сейчас, подождать, пока на нас, видимо, нападут еще раз, и отказаться вообще. То, что архивы запечатаны не просто так. Я думаю, что, наверное, стоит сразу этим заниматься. Whatever risks exist, they are outweighed by this imminent threat. I agree. The request should be granted. I'm inclined to agree. As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of Ну action все, один you've не requested. согласился, вот этот засранец, Perhaps once we... и теперь вот. И что-то где-то взорвалось. You are free soon. Can we talk? Давай I have поговорим been с тобой, пока они curious. там I know шебуршат. that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Good God. There must be another explanation. The creatures...
One that, hopefully, will soon be solved. My past is complicated. А ты все еще про свое прошлое рассказываешь. Stressed the importance of having a purpose in life. The last thing we need is a citywide panic. Yes. Yes, that is one way of putting it. I am often surprised at how reluctant some are to agree with the idea. They sometimes seem offended I would suggest such a thing. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. You believe I am too quick to judge. Perhaps that is so. Purpose cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. There have been times where I wondered whether it was worth it. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Free Star Collective. My parents, and their parents before them, Кто же твоя семья, did что ты not так про believe нее все время anyone разговариваешь? outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. It has certainly proven valuable. Saved me. A few times, without question. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. I believe that is enough. I am pleased that we have common cause and have enjoyed our time together. Thank you. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Так, я так понял, совет наконец-то пришел к общему знаменателю здесь, когда, видимо, на нас уже напали, или что там произошло, я не знаю, я разговаривал с женщиной. Ну, погнали. Да, видимо, на нас напали. Ой, ё-моё, тут люди дерутся. Мне надо взять вот это. Подожди. Вооружитесь электромагнитным оружием. Это вот это? Выведите из строя нападающих. Людей? Она живая еще. Ладно. Мужик, я тебя не признал. Да хватит, падай уже. А, все мои ребята тоже вооружены. А чё с вами такое? Я боюсь в мужика попасть. Какой ты... Наконец-то. Непонятные полоски здоровья у них над головой. Какие-то вот. Чё случилось? Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. Не хотелось причинять им вред, и поэтому вы тут выхватывали. Находились под влиянием терраморфа. I don't know. They were down at Терраморф the еще и port людей and they just гипнотизирует. started screaming. Или шизу вызывает у них We какую-то. tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't Короче, want to. терраморфы They're like a вызывают puppet. какое-то безумие. You kill the morph, you break the hold.
but this means we're gonna need to be real careful with our fire and keep that EM weapon at the ready. Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. А нельзя? Не, нельзя. Жаль. Я думал, можно телами швыряться. Так, ну рассказывайте, что тут произошло. We are not alone. God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's Кого там move. сканируешь? Блин, было бы у меня вот то свое оружие энергетическое электромагнитное, у которого урон не 10, а 100. А вот тут сейчас было бы интересно. А, да? Какое электромагнитное? Тут это, животное у вас. Крупное. А. В смысле, я ж перезаряжался. Не доперезаряжался? А он еще жирнее, чем тот. Тихо. О. Теперь у меня шиза. С тобой все будет в порядке, это нереально. А, ну вот, короче, да, он вызывает шизу какую-то. А давай ты перезаряжаться будешь все-таки иногда. Why did you leave us? На меня, видимо, это так не работает, прям как на них, что они начинают пить свои. Он, короче, не дает мне перезаряжаться, он орет на меня. Тихо. А я могу куда-то вот так вот? Во, вот так вот, все отлично. Тут я хотя бы подальше от него. А, да? Ни хрена себе. Подожди. Да хватит. Не рычи на меня. Это в него все стреляют. А, нет, там все друг в друга стреляют. Я думал, они по нему стреляют. И убить его не могут. Я боюсь еще попасть в кого-то из своих. Хотя сейчас, наверное, без разницы, если ты в своего попадешь. Буду понемножечку с каждого оружия стрелять. Чтобы как-то это... Как-то, чтобы патроны у меня в этой винтовке оставались. Самые главные и важные. Да-да. Я на тебя немножечко работал курьером. А теперь я вас спасаю. One fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Уничтожьте терраморф и поговорите с пожарной командой. Это вы, пожарная команда? А зачем мне пожарные? Ни хрена себе, у тебя это огнемет? Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. Она говорит, что они могут стать нам обузой, потому что могут начинать стрелять по нам, видимо, если им крышу снесет. Давайте вы останетесь здесь. Защищайте местных. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Ну, я и это, наверное, заберу. По-любому там где-то патроны у них есть. Так. Я так понял, ни хрена я здесь патрончики не поэкономлю, да? Раз они такие неубиваемые. А вон, смотри, лежит. Отдыхает. Он реально спит?
Ты спишь? А можно так вот с гранаты начать? В смысле? Почему гранату забывать прям перед лицом у меня? А смотри, они хитрые, сюда прыгают. А вот этого здоровья-то поменьше, но у него и вроде. Так, все, у меня мультики начинаются. А он в бой не идет. Я так понял, если бы мы взяли с собой команду пожарных этих, то они бы по нам стрелять начали действительно. А моим спутникам пофиг, они не ведутся на эту фигню. Ну ладно, это было несложно, скажем. 195 опыта. Ну, пойдет. Патронов, правда, конечно, уходит на них. Мама, не горюй. А как вызывается менюшка? Подожди. Менюшка выбора оружия. Рукопашное, вторичное. Тут вообще такое есть? Меню быстрого доступа на Q? Да, действительно, я его ни разу не нажимал. О, тут можно посмотреть, сколько у тебя патронов есть. Это удобно. Постреляю немножко. Чё, нельзя? Не, нельзя. Постреляю немножко с этого иона. Тут у меня патронов дохренища. Количество патронов напрашивается на какой-нибудь пистолет-пулемет. А он, кстати, подожди, стреляет примерно как пистолет-пулемет. Довольно... А! Ты что делаешь? Криком бочки ломает. Подругу мою не трогай. Кстати, в огонь залез. Не, он просто по 2 патрона стреляет. Смотри, а этого довольно быстро раскидали. Вообще прям. Тебе тепленько. The rest of the city is safe, thanks to us. Хорошо. You deserve whatever accolades you have coming. Это все, да, я так понял? Главное, шмотки с него забрать я забрал, а вот планшет рядом валяется. О, тихо. А планшет рядом валяется, это уже воровство. Мужик, мы разобрались. А что с голосом у тебя? Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as they worked on it. О, это я возьму.
Nothing's getting Ну что, That's совет? relief to hear. Thank you, gentlemen. А ну-ка. Дай-ка я. Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. Losing anyone there in you the line are. of duty is a I tragedy. believe we have some These things attacks, we should discuss. they can't happen again. Мы уже порешали все ваши вопросы. Captain? Hadrian? It would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Пусть лучше Your извинится вот тот concerns about the засранец. terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Как обычно, вот пока вашей заднице не начнет ничего угрожать, вы ничего это ни к чему не придете. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, after today's events, the cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed, first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Ну, с фристаром я разберусь, я Someone уже у who них. knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. We see your atypical background as a strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office Надлежащая of поддержка — это Interstellar сколько? Affairs 4000 will be your кредитов? guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. Примите нашу благодарность, вы You're уволены. dismissed. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Ты молодец, убирайся отсюда, ты уволен. Не, ну на самом деле там не об этом. Перевод просто замечательный. Yes, sir. Ты... Consider it done. А, ты с домофоном разговариваешь. Я думал, у тебя уже это все. Ух ты. Прикольная штука. А, там рыбка плавает. Ну что ты тут That со must стеной make you my разговариваешь? vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, We've got no time to waste. You know what the archives are, correct? Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. now the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Мне понадобится несколько электродов, зубной экстрактор, немного пентатала натрия. Very funny. This is going to be hard enough already.
Both ambassadors have reasons they won't or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varun? Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. It sounds as though I will enjoy this. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Короче, видимо, либо мы заслужим там ее внимание, она даст нам код и согласится, либо мы его что, украдем? Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the найти рычаги давления. UC Intelligence has a Заставить ее recording отдать код. device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Но проникнуть незамеченным это не ко There's a мне. disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convince to work with you. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated Я так into понял, seclusion варунцев shortly вообще не after the любят. signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Yes, just like us. How magnanimous of you. Андрея, походу, course. тоже оттуда. But Раз there она is не из Фристара, и не another из wrinkle. UC. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. It would at least be a speedier negotiation, but I, of course, hope the ambassador is alive and well. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this То есть device вы should get you настолько с all the ними way в down to союзе, the что embassy ваши шпионы interior. там стоят. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, Точнее, we не в союзе, received а a в перемирии. report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Ну да, скорее всего, этот Балмор Варунский вообще не в курсе даже, что происходит, если никто даже не знает, жив он или нет. Ну, погнали. А как там наш капитан Туала, который меня принимал? Ты еще здесь? Ну, еще здесь. Ты что-нибудь скажешь? Captain, Admiral Logan informed me of your part in halting the attacks. Whole damn city owes you. Now, what do you need? Ничего нового, по крайней мере.
Андрей, а ты ничего не скажешь? Угу. Так, ладно, хорошо. Мне ничего не дали. Что-то у меня вес... А, я ж там налутал опять. Всякого. Вот 2 карты мне дали, а это я стероморфов насобирал, да? Ткани с кварковой дегенерацией. Кстати, редкие. Вот это вот остальное можно купить. Хоть что-то из этого тоже редкое, например, стимуляторы. А вот этого я не видел вообще раньше. Так, хорошо. Значит, что у нас? Ага. Ну, квестов, как обычно, 1 миллиард. Так, мы на корабль. Только не говорите мне, что пешком я туда должен идти. Подожди, так это здесь? Я думал, это на каких-то планетах других. Раз другая фракция. Ну, кстати, мне все равно надо было на корабль. Да, видимо, это где-то здесь. Видимо, послы все-таки сидят где-то здесь в городе, и надо с ними поговорить. Так, надо скинуть всякое разное. Оружие тут вообще все мусор. Этот электромагнитную я тоже уберу, нафиг она не нужна. Да. Экипировка, конечно, у местных тут себе такая. Это мне зачем вообще с собой? А погнали вздремнем быстренько. Ты меня охраняешь, что ли, пока я сплю? Да пока никак. Успокойся. 30 метров. Это где-то здесь прямо рядом, что ли? А не, ни хрена не 30, подожди. Это до стенки 30 метров было. Это я на поезде, да? Ну да, это я на поезде куда-то еду. Какая у тебя шляпа. И взгляд. О, а что тут? Не закрыто? Как там внутри? Никак. Коммерческий район. А что, я сразу не мог телепортироваться в коммерческий район? Или у вас тут все транспортное это нарушилось? Город уже отремонтировали, я смотрю. Кстати, давай зайдем. Раз уж я здесь. Патроны есть? Да хорошо. Так, боеприпасы. Вот писали бы здесь... подожди, всего... Нет, всего это стоимость. Тут, кстати, есть 7,62 на 39. Возможно, какой-то калашников и это имеется в игре. А 7 у меня дохренища, да? Подожди. 7 у нас... Да, на этом ионе у меня их полно. Мне нужны 27-е. 6,5, 50, 7,5.
Все остального здесь нет. Тогда я тебе что-нибудь продам. Это я тебе не дам. А это что? Что это за свалка у меня на корабле? Откуда все это взялось? Карты игральные. Да. Нехило мне так-то засрали корабль. Тут я еще не придал значения тому, что у меня на корабле сколько-то там под 400 килограмм почему-то занято. I appreciate that they have not demolished the structure, even if diplomacy has ended for now. It may not have been their intention, but it represents hope. Exactly. It's like when someone insults you. Пристар коллектив. Посольство. Чуть I cannot help but notice that the Colony War Memorial is in direct line of sight of this embassy. Visitors are only allowed in the lobby. С дробовиками стоят. I wonder how many times one side or the other has threatened to close this embassy down over the years. All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? Я должен быть You're здесь. allowed 3 places. Conference room, lobby, or the ambassador's office. I'm sorry. Do you have an appointment? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Пожалуйста, пожалуйста, хорошенький, пожалуйста. Excuse me. A less level-headed person might think that was a threat, Captain. We are merely stating the obvious. If you are threatened by that, perhaps you should do something about it. Like, help us. And just give the UC free run of the archives? I may as well resign right now. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours, and go? You're really gonna push this? All right, I will give you one chance, one, to convince me. Understood. I'm listening. Ни хрена себе. 8. It's a job I take Да, very ну даже seriously. минимум не прокатывает. Oh, yes. Да не, ее невозможно уговорить. Тут никак. Less than a generation.
8 дней Captain, I'm набрать. sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have... Так, я тебя понял. Как там? Получите коллективный архивный код. Можно поговорить с сотрудником. Получите доступ... А, вот, прослушивающее устройство, как она и говорила. Ты сотрудник, да? Да-да-да. Она действительно. You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Кэмерон, давай, хочешь жить? Помогай. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Well, then you have my earnest thanks. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. You want to work with me? Why don't we talk somewhere a bit more private? Что это такое? А, это пищевой процессор, типа. Прикольно. Ну, пойдем поговорим с тобой где-то в более уединенном месте. Нас, правда, будет двое. Шлем. У тебя офис в подвале? Тебя точно не жалуют здесь, мужик. So you want me to work with you? But why now? Why me? No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Ну вот, на самом деле, заставлять его воровать он не согласится. Он и так тут запуган и не хочет, как он сказал, чтобы его депортировали. The code machine. Only the ambassador's cleared for in there. Sorry. Тогда незамеченным дай мне пройти. Quarters. That's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? 1000 кредитов. Ну, 1000 как-то мало звучит. Wait, I thought you were looking to hire me. Взятку он не берет. 8000. Ну, не хочу его обманывать, он мне помочь хочет. 8000. 8000 это уже сумма. Много. Тебе что, не платят? Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Вот тебе ключ. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Так, ну я так и понял, что мы выкрадем. Правда, это до добра ни хрена не доведет, скорее всего. Почему-то я думаю. Ведь рано или поздно все равно все заметят, что внезапно у UC появился почему-то доступ ко всем архивам. Хотя послы нахрен нас всех послали. Так, доступ к устройству, да, это вот оно. Ну, как туда попасть? А, просто надо, чтобы никто не увидел, да? Тихо. Что там было написано? Станут враждебными, если что-то там. Можно залутаться.
А, это толчок. Я понял. О, а ты что тут делаешь-то? В инвизе сидит. Блин, слушай, у тебя прикольный инвиз. А мне куда вообще? Или мне как раз сюда? Это дверь? Чё у тебя тут? Ух ты. Давай сюда, все это тебе здесь не нужно. Так в итоге мне сюда или туда? Что это за щиток? Непонятно. А, вот я в цветы ей сейчас прослушку, да? I suppose that is ours now. Eh? What are you getting at, ma'am? I mean, my requests keep being rejected because they don't want to add a seat, right? But what if? What if one opened up? The nicest heart in what it used to be. It's not like anyone would miss him. Eva, I think it's time to get some sleep. Just think about it. Maybe we can reach out to some experts at that sort of thing, huh? Good night, Eva. Теперь у нас есть на нее компромат. Вот тут мне надо незамеченным выйти, да, теперь отсюда? Ну, будем считать, что меня не заметили. Хотя вроде меня действительно не заметили. Ну что, подружайка? Чё ты? А где моя подружайка? Ладно, не важно. А вот, жди. Ты в своих инвизах ходишь? Везде тебя вообще хрен найдешь. Excuse me? I have no idea what you're talking about. No. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. The issue at hand is one of trust, no? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. Ну ты и тварь, конечно. Смотри на нее, то есть максимально работу не хочет потерять, и ей пофиг на то, что там люди могут пострадать, или то, что ей надо максимально защищать коды. Вот главное, чтобы работу не потеряли. Я хочу, чтобы ты умоляла меня. А давай. You're joking, right? Нет, я не шучу. Я хочу слез. Okay. Давай. Please. I spoke hastily. And I know you, my dear friend, wouldn't want to let anything get in the way of the two of us вот так and our вот. factions working Сразу together. надо было. And isn't that ultimately what this is all about? In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the terramorphs. Anything else and people will get Мне больше suspicious. ничего и не надо. And all research will need to be monitored. Freestar scientific observers making sure everything's being used for the right purposes.
But those two items should be enough to allay any suspicions. Плюс мой гонорар за переговоры. Ты не в том положении, чтобы торговаться. Ладно, давай соглашусь, пофиг мне. Good. Okay. Let's go get you your access. Не буду ее дальше душить. Давай. Информация — страшная сила. Так я тут был. Я сюда так не мог залезть? Ну, видимо, мог. Там, правда, мастерский замок вроде был. And there. Давай сюда. It's not supposed to be a long process. It is for emergencies, after all. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. Вот тебя было бы неплохо, конечно, все-таки сдать. Потому что человек ты такой себе. Ну ладно. Договор есть договор. А, мне туда. Так. А вот теперь интересное будет что-то. Подожди, они же все равно, да, здесь все. Подожди, если этот чел тоже здесь, и никто не знает, жив он вообще или нет. Только какого-то шпиона там поставили, чтобы следить за биологическими какими-то показателями. Есть там кто-то живой или нет. Как так вообще? Он что, не выходит из здания? Ну, хотя он, может, и не выходит из здания. У него там, наверное, есть какой-нибудь помощник. А он что, в подвале, что ли, сидит? У Фристара там прям целое здание, а здесь просто комнатка какая-то. Ни хрена себе. Андрей, ты знаешь что-то об этом месте? У меня есть предположение, что ты отсюда. От этой фракции. Ну, кажется, здесь живых нет. На первый взгляд. This is certainly different than Ну, это руины anything вообще. else in New Atlantis. Активируйте турели. Так, я выключил, судя по всему, турели или роботов выключил. Что-то я выключил. И, видимо, не зря, наверное, я думаю. Выключатель питания. Тут же никого вообще нет. Что здесь такое? Выключил питание. Включил питание. Восстановите силу, остерегайтесь защиты. А ты тут в заложниках, что ли, сидишь? Что это? Возьму. Тоже возьму. Усовершенствованный эон. Что тут происходит у вас? Костюмчик прикольный. Нельзя? Где манекен? А взаимодействовать нельзя, да, с ним? Жаль. Ё-моё. А, что происходит? Робот упал.
Ты дерешься? В смысле ты дерешься? А что я тогда отключил? Робот слабый. Остерегайтесь защиты, говорит. Защита-то у вас тут такая себе. Турельку. Best not to leave anything useful behind. Правильно говоришь. Ничего нельзя оставлять. Что здесь? А, тут замочек у нас посложнее. Кажется, я неправильно, да, что-то сделал? Так, стоп. Вот так. И вот так. Блин, а что такие замки сложные здесь? Так, мне нужно вот эти два и вот эти два. Ага, вот это они. Чё тут? Удалил какие-то боевые ингибиторы опять. Ну, по-моему, тут не работает. Надо настраивать, видимо, свой-чужой. Чтобы они меня союзником считали. Что за хрень? Кто там? Кто там еще? Вот тут посерьезнее. Подругу мою не трогай. Хотя она меня сейчас размотает и так. С локтя. Что это? Не пилится. А! Что-то тут оглушает прям. Звук пропадает. Я здесь что-нибудь пропустил? Блин, манекен шевелился, я прям уверен. Вот, видишь? Блин, если на него не смотреть, у него шевелится шмотка. Почему вообще здесь манекены везде? Это разбитая турель. Это робот уничтоженный. О! Че это? Деньги. Ни хрена себе у вас тут гулять и гулять. Просто я не знаю. Ну, кстати, стоящее, наверное, занятие здесь погулять. Тут и ресурсики валяются интересные. И потрошки. Ну-ка. Я не вижу их. Это убитая турель? Теперь да. Кто стреляет? И вообще не видно. С фонарем вообще тоже не видно. Не знаю, в кого стрелять.
пожалуйста, Андрея, не мешай чуть-чуть. Нифига себе вас тут. Боевые ингибиторы, говорит, удалил. По приборам стреляю, вообще ничего не видно. Ну, что-то есть. Что там? Возьму. Куда же это я иду? Еще компьютер. Взлом качаем. Как не в себя. Так, допустим, вот так. И тогда я вот это не открою уже. А этот ключ не подходит. А если взять вот этот и вот... Нет, не такой, а вот такой. Этот не подходит. А, это можно было турель отключить, но она уже все. Она уже отключена. Тут ничего нет. Точно сейчас взлом покачаю. Хорошо так покачаю. Так, смотрим сначала сложные ключи. Здесь мне нужен вот такой вот, почти прямой, да? Это вот этот? Нет. Какой вот этот? Да, вот этот. А куда тебя? Не понял. Не понял. А куда? А, сюда. Так и так. И здесь я был. Это что? Так, ну все, здесь нечего больше делать. Возвращаемся вниз. Не понял. А как тут турели-то появились? А вот они, боевые ингибиторы. Что? Что это? Так, раз, два, три, да? Три это у нас вот такой. Он. Здесь у нас есть вот такой. Здесь у нас есть вот такой. И нужен прямой, да? Вот прямой. Ясно. По два. Ты что ты делаешь вообще? О, смотри, открылся терминал. Интересно. А чё я их отключаю тогда? Хранители подвал должны устранить. Кто здесь? Ходит кто-то, слышно.
называется. Уничтожьте роботов. О нет, только не таких. Андрей, ну я знал, что ты когда-нибудь попадешь мне под прицел. Ненавижу собак. Вообще опыта так за них немного дают. Где второй? Подойдите к незнакомцу. Это мертвая турель? Это робот. В потолке висит. Так, я что-то вижу. Аптечки. Патроны. Патроны. Хорошо. Незнакомец. А, да, действительно, человек, смотри. So, what seems punishment Это Балмар. becomes providence. A reminder we can never truly know the great serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Мужик, обстановочка у тебя тут, конечно, такая себе. О, как и... Это даже не воровством считается. Это ты... А вот это воровством. Кассетка дорогостоящая. Генератор архивных кодов. Вот ты тут с чем закрылся. Так, ну ладно. Давай рассказывай. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably, Do I see this all clearly? Ну ты же умный мужик. Ты же, надеюсь, согласишься? The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Every measure will be taken to ensure the information is used for good. Well, then I shall not fear.
Please, follow me. То есть в итоге представитель самой кровожадной фракции просто взял и согласился, потому что он умный человек, а там лояльная фракция и просто стоит какая-то тварь во главе посольства и все, говорит, хрен тебе. And there. Let it be used for good. Вернитесь к заместителю. Ну, так и есть. Вернитесь. А что за компьютер у тебя тут стоит? Какие-то журнальчики. А, это все о том, что там происходит снаружи. Вот это больше... Ну, кстати, это же не воровство. А вот это воровство. Ладно, а я могу как-то раз так и там уже? Да, могу. А то через все эти подвалы опять. Через эти вонючие деревья идти. А чё меня в маст, в лодж, точнее, закинуло, а не напрямую вот сюда? Или чего? Куда меня несет? У меня что, квест отменился? Показать на карте? Нет, ну действительно почему-то меня сюда закидывает, но... А, они просто, наверное, в другом месте теперь сидят, поэтому... Давай, ты же атлет. Ranger. Hello. Хотя офис тот же, но я приходил не отсюда. Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? We're all in agreement. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Но я все равно же не смогу получить никакие данные, кроме тех тераморфных, раз у них там такие ключики прям узкопрофильные они печатают. Хотя у Рэдклиффа, по-моему, можно было выжать ключ прям к доступу больше, чем только от тераморфов. Возможно, это бы мне что-то дало, но ладно. Обойдемся. Жестко у вас тут. Что это? Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Прям какой-то сейф. Welcome, Captain
input your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected Ты your вообще data, как знаешь, к чему у меня коды? you may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Это же засекреченная информация. Так. Рой. You may proceed, Captain. А вот подожди. А, закрыто уже. Эх, надо было посмотреть, другие ячейки вообще в принципе активны или нет. Потому что если нет, то скорее всего к ним просто и нельзя было бы получить доступ. Куда я иду? Не туда, да, я иду? Или туда? Не туда, мне вниз вот здесь. There you are. Captain. Ну, привет. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Так, вы можете вступить во владение данными, рад избавиться от этой штуки. Кое-кому пообещала, можете ли меня заверить, действительно. Hi. Hello. Да что, алло? Anything? На самом деле, вот я обещал мужичку Балмару, что данные будут использованы во благо. Если так подумать, то вот кроме нее и тераморфа там никого не было. А она говорила, что они изучали до этого тераморфов, и даже когда-то до этого они их использовали в военных целях. Yes. It will be. Percival and I have done our damage. This is us starting to put some things right. Plus, you don't need her word. We'll be setting up oversight alongside the collective. Может получиться очень жесткая подстава, что она все вот это задумала, чтобы получить данные о тераморфах, а потом их опять использовать. Ладно. Acknowledged and accepted, Captain. So, with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, I have if you'll follow me. Things I wish to discuss with you. When you have time. Давай поговорим. I have been thinking about what we talked about before. The idea of purpose in one's life. You agreed with me that
true purpose can be a driving force in life. I found that comforting, but something has been nagging at me since. I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary, that there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. Thank you. I have always believed, no, hoped, that is true. I have told you that I am not one to discuss my past. Ты не одна из тех, кто обсуждает прошлое и все время про это говоришь. Постоянно. No, that is not what I am trying to say. I promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. I have spent my adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions. Я тоже летал с планеты на планету, и база у меня в опасных условиях, и с контрабандистами я как-то пересекался. Правда, не так, как контрабандистам бы хотелось, но в итоге товар оказывался у меня. This is true, but I have only experienced my own. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again, with no warning. Until now, I have disagreed strongly with that idea, but therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. I appreciate that more than you know. Yes. Это все? Very good. Очень хорошо. Так, что там говорит мне квест? Поговорите с Макентайром. Она только что убежала, да, от меня? Cool space. Ой, это мы где? Ух ты. Прикольно тут. All right, Captain. Are you ready to become a citizen Ага, тут of the United гражданство Colonies? получают у вас. То есть всех неугодных вы, как в Спарту, да, отправляете туда, вниз. Так, а почему я бы хотел вообще стать гражданином? Well, only citizens can own property in New Atlantis. А, мне We это also позволит pay a домик себе discounted тут rate купить. at any United Colonies merchant. And А, all я буду citizens receive an меньше платить ample налоги credit на disbursement upon joining. торговлю. Ладно. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs.
and they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Так, подожди. Во-первых, мне интересно, можно ли отсюда упасть. Я думаю, что да. Так, во-вторых, я хочу просто тупо сфоткать вообще все это. Это же красиво. Ну так вот некрасиво, когда вдали текстуры не прогружаются. Хотя на максимуме стоит настройка графики. А, ну камера мне позволяет отсюда улететь. Значит, и выпрыгнуть отсюда можно. Как-то весь город не сфоткаешь, да, ни хрена? Ну ладно. Будет у нас на экранах загрузки теперь еще одна картинка дополнительная. Иногда. Так, куда мне? Не сюда. Что? Хорошая чего? Шапка? Так, и где это я теперь? Что за щиток? Не взаимодействуется. Are we at all surprised that the UC has such a massive space dedicated to secrets? Там костюмы стоят. Угу. Во-первых, недоступно, во-вторых, будет считаться воровством, если я туда проникну. Very well, I will wait. You go on. Подожди. Ой, это первое место, куда нельзя с собой спутника брать. А что ж тут такое? Чего за зона 51 у вас тут? Ну это тюрьма, судя по всему, какая-то, да? Раз тут вот только так. Was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Ты какой-нибудь премьер-министр, что ли, в бункере сидишь? Perceptive. I like that. I'm Francois Sanon, but most know me as Victus. А, так ты отец этой. Из тебя клона сделали. Она думает, что ты мертв. On the altar of peace. Even my death served the colonies. Very astute. That's my daughter. My progeny. You've been working alongside. Has she shared with you the nature of our little family? Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do.
years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Это еще больше начинает на подставу походить, потому что вы теперь хотите собрать старый состав тех работающих староморфами. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlaise. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. А так ты наоборот хочешь перебить всех своих бывших сотрудников. Ну тогда ладно, это уже по-другому теперь выглядит. Good. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There's a star station in the vicinity. The Den. Ну, логово в Вульф-системе мы знаем, я там частый посетитель. Captain Marquez should be able to help you find our man. Поговорите с помощником шерифа Макинтайром. Наверное, можно об этом не говорить ни с кем. А что здесь? Ничего, да? Какой-то компьютер, который... Не компьютер. Тут ничего. Здесь ничего. Переключатель недоступен. То есть его еще и в будущем выпустить можно, судя по всему, раз тут есть переключатель. У него, кстати, там хорошие апартаменты так-то для тюрьмы. Здесь можно что-то посмотреть. Или нельзя. Странно, что здесь никого нет. Раз они так сильно тебя охраняют. Хавчик. Скульптура. Фигня какая-то. Сиги. Ох, что за звук-то? Кстати, я там... Не, смотри. Опыта не очень много дали. То есть вот сколько вот этот вот весь... Эта часть квеста длится уже 2 часа. Почти. Это только эта часть. Начиналась-то она давно. Ну, здравствуйте, граждане, давненько. I understand this station was once quite the luxurious place for UC military commanders. Based on what I see, так, давай, мужик. Готовься заодно. Ой, я еще с перегрузом. Готовься заодно, что я тебе скоро неплохую такую партию контрабанды завезу. Грендель с уроном 3. Что это такое вообще? Вот этот, кстати, был неплохой, но ладно. И он с уроном больше, чем у моего. Кстати, у этого расширенный магазин. И у него
Модификатор, да, специальный есть. Надо будет посмотреть, я этот не буду продавать. Так, рюкзаки, тут мусор. Шлем. Мусор. Эклиптический, кстати, шлем. Откуда я его нашел? Так, ресурсы мы сбросим. Здесь. Нафиг мне такое не надо. Ворованные диджи-пики, кстати, на самом деле. Давай я их продам. Из корабля мне нечего, да, продавать особо? Да. А купить у тебя что можно? Боеприпасы есть какие-то? Шестерки я возьму. Вот это я возьму. 50-ки я возьму. Наверное, все остальное не сильно мне надо. У тебя... Ну вот, я у тебя нормальные куплю. Так, в итоге по деньгам я все равно в минус немножко ухожу. А чего мне так тяжело? С ума сойти, сколько оно все это весит. А, блин, ты наверху. Подожди. Ну, здравствуйте. А я тебя не видел разве? Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. А я и в UC, и в авангарде. Я сам порешаю, если мне надо. Oh, apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. So, what can I do for you? Orlaise. Doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? Suit yourself. Well, I can tell you there's no one on the den by that name. But there has been a rumor about a ship floating out around Etheria. Never docks, doesn't respond to hails. They call it the Warlock. Maybe this Orlaise of yours is the one piloting it. I can give you the coordinates to its last sighted location if you want. Just, well, you'll need to be careful. That part of Etheria's sky is an old debris field. Plenty dangerous. More than a few scrappers heading out never came back. Sure thing. Here. This should get you pointed in the right direction. Go get your man. Наносите системы поражения электромагнитным оружием случайным образом, оглушая вражеские двигатели для абордажа. Hey, what can I do for you? А, да, то есть мне надо будет взять корабль на абордаж, не уничтожая его. Это будет... Чё пикает? А, это ты. Это, возможно, будет тяжело. Потому что у меня электромагнитного оружия нет на корабле. И не очень прям хочется его устанавливать, даже я бы сказал. Так, мне надо скинуть. Эон, наверное, я тоже туда скину. Главное потом его случайно не продать. А даже если и то ничего страшного. Так. Это при мне остается. Это я тоже... А, кстати, что я книгу-то не продал? Книга-то ни хрена себе стоит. Ладно. Успею. Окей. Ладно, попробуем его так взять. Найдите колдуна. В оригинале он Warlock называется. Перевели как чернокнижник. В тексте. Вот чернокнижник. А здесь он колдун. 7 километров до него ехать. Лететь. Ё-моё. Так, я так понял, мы ракеты здесь не используем, да? Это что? А это... Ни хрена себе они весь щит вынесли мне. Ё-моё. Там вон мусор какой-то валяется.
уничтожьте корабль или отключите двигатель. Так, он ко мне теперь сам летит. Да дай пройти. Недоступно. Контрабас валяется уже прямо здесь. А еще что-нибудь? Его там наизнанку вывернули, что ли? Ну, тут интересные вещи у тебя лежат. Elevated temperature here. Be sure to stay properly hydrated. Да, подожди, так тут и нет-то никого. Ты тут один валяешься. Это можно продать. А чё, у тебя нету? Какой-то компьютер тут есть. А, вот он. Вот оно где. Так он мертв. А что с компом? Личные журналы. Все удалены. Мне... Вы не уполномочены, корабль выведен из строя. Ну вот. А выглядел он неплохо. И довольно вооружен неплохо. Он мне все щиты вынес. Очень быстро. Что? Не, ничего. Так, что мне там говорят дальше? Верните улики. Ну, класс С. Жалко, что его себе забрать нельзя. Ну нет, да отойди от него. Ни хрена себе корпус разваливается. Давай, ремонтируйте, ремонтируйте. Ну, что так долго-то? Вот хорошо. Блин, контрабанда же у меня точно. Походу надо домой, да? А можно на Вулю слетать. Я же, в принципе, и так здесь. Давай, заодно корабль там починим. This is UC Space. You are cleared to dock with the den. I find the
interior of this ship comforting. Anything I can help you with? Okay, sure. I try not to How trade may in the gossip, trade... but Yes, of course. Так, а еще что-то у меня книжка, да, была какая-то? Да, вот, ну, она ни хрена не стоит. А в инвентаре там 1000 с чем-то и цена была. Так, боковая звезда. Нафиг мне не нужна. И шлем, да, какой-то я нашел? Он чем-то лучше, чем-то хуже, и в итоге хуже. Так что нет, такой мне тоже не нужен. Одежда... Ужасно. Куча гранат. Все, валим отсюда. А, давай сканируй. Нету у меня уже ничего. Хорошо, что предупреждают насчет контрабанды, а то я как-то этот момент упустил. О, вот уже и картиночка наша здесь. Так, окей, я думаю, что мы на этом на сегодня остановимся. Так что всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Крабик. Увидимся в следующей серии. Всем пока.